can use it or not. Здравствуйте. Здравствуйте. Так стулья поставили, я понимаю, что бил здесь вот. Я помню, что когда он... Здравствуйте. Когда у него была встреча в доме журналистов, я впервые тогда его увидел. Я пришел, первое мое было такое вот какое-то немножко недоумение, хотя я уже слышал об этой религии вот из песни Городницкого. Но было такое еще какое-то предубеждение, я думаю, ну сейчас я столкнусь с какими-то людьми, которые там бьются головой о пол, там, или там заставляют следовать каким-то, так сказать, правилам жестким, то есть я немножко себя неуютно чувствовал. Вот, когда я увидел такого большого Билла и Джудит, и всю вот эту компанию, которая окружала, первое впечатление было, что вот это интеллектуалы, действительно люди, которые, так сказать, но я уже тогда был с философией как-то связан, внутренне. Я тут же думаю, ну ладно, я тоже покажу Биллу, я ему тоже там задам вопросы, которые покажу, что наши тоже не лыком шиты. И смотрю, он так нормально, хорошо отвечает, очень адекватно, не, так сказать, вот этот мой петушиный наскок, что значит вот, показать, что мы тоже интересуемся философией, не только вот американские профессора. Вот. Такое у меня было первое такое желание. А потом я понял, что, так сказать, это действительно очень интересно все. И тогда у Джудит с Биллом дома собирались по вечерам вот в Деппининге. Все помните, на Староневском там были, там очень такая уютная атмосфера была и очень... В то голодное время Джудит разносила какой-то там банановый, апельсиновый, ананасовый, значит, компот, какие-то собственные, значит, безумно вкусные там пирожки или еще что-то, печенье. Фу. Нет, это было как гармонично сочетал. Нет, мы не есть туда приходили, это понятно. Вот, но это как-то очень было от души и просто. Не вот... Не такой званый прием, где должен быть, а вот душевная какая-то атмосфера. И, конечно, вот, тогда очень много бахаи стало у нас в Петербурге. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Билл. Борис Александрович, помните его? Это Галя моя подруга. Так, чтобы видно было. Я много забил, но... Чтобы не Я засветиться. много забил, но... Я могу понимать. Насколько? За месяц. Мы еще минут буквально 10 подождем, потому что иначе народ, кто подходит, он все равно не даст спокойно работать. Так у нас Давай. не 10 минут подходить. А? Они могут... Нет, основная масса. Собирались, да? У меня есть ключи. Дневная база, это где мы находимся, дневная база, обязательно. Это непременно. Дорогие друзья, мы собрались по очень приятному поводу. Мы сегодня видим членов общины бахаи, гостей, уважаемых гостей общины, а члены общины, особенно давнего призыва, хорошо помнят читу Хетчеров и знают, какое это счастье общаться с ними, а члены, которые влились в общину позже, они тоже практически знают, потому что они так много слышали, что они практически знают. Так себе наглядно могут представить. Но в любом случае сегодня вот первая возможность после долгой разлуки с Хетчерами нам в очередной раз встретиться
с Биллом и Джуди. Наверное, некоторые знают, что Билл и профессор Хетчер и Джуди. Мы когда говорим Билл, мы просто говорим Джуди. Не профессор. Нет, мы не разделяем. Нет, я всегда говорил, что без Джуди Билл бы не был бы Билл. Вот. Профессор Хетчер 5 лет жила у нас в Петербурге и, возможно, бы прожила еще дольше, но обстоятельства, связанные со здоровьем, помешали исполнению этих планов. Они вынуждены были уехать из России, но сказали, что мы будем приезжать, мы Россию надолго не оставим. И действительно приезжали неоднократно, но потом возник длительный перерыв в связи с ухудшением здоровья Билла и Джуди обоих. Но я думаю, мы все так искренне и много молились, что Бог услышал наши молитвы и дал возможность Биллу и Джуди. Это правда. Да, да. Снова нас. Я верю. Вот. Ну, прежде чем предоставить слово Биллу, мы, как и религиозная община, мы прочитаем молитву. Да? Ты произвел все человечество от единого корня. Ты определил всем принадлежать к одной семье. В присутствии Твоем, Святом, все сослуги Твои, все человечество Ты приютил под своим шатром. Все собрались у стола Твоих дорог. Все озарены светом Твоего провидения. О Боже, добрый как Ты обо всех заботишься, всем даешь приют, всем даруешь жизнь. Всех наделил Ты талантами и способностями, и все погружены в океан Твоего милосердия. Господи, благой, объедини всех, да достигнут согласия религии, и да соединятся все народы в один народ, дабы считать их друг друга одной семьей, и целую землю единым домом всех. О Боже, возвысь стяг единства народа. Связи, о Боже, свяжи, о Боже, все сердца воедино. Очень милостивый, о Боже, возрадуй наши сердца благоуханием Твоей любви. Осияй глаза наши светом Твоего руководства. Услади наш слух музыкой Слова Твоего. И всех нас защити твердинь Твоего промысла. Ты могуществен и силен. Ты прощаешь грехи. Несовершенство же человека Ты не берешь в расчет. Привет всех. Мы очень рады здесь. Вы знаете, что Билл есть 5 лет. 5 лет. И последний раз был большой поезд в России, в Украине, в Казахстане. И я думал раньше, что если волна, мы чувствуем волна. Но знаете, что неправильно. Может быть, очень волна без нас. И был первый день, когда я вернулась в Канаде. Я упал, и было вопрос сердца. И так обязательно было духовный сильно, когда я был здесь, потому что один раз я вернусь в Канаде, упал, и 3 месяца я спал 3 месяца. И
два года было только духовный. И после этого было аритмия сердца. И одного не надо много лекарства и так далее. Но чуть-чуть лучше и лучше. И сейчас неплохо. Я сделал час, каждый день час бегал. Велосипед. Да. И не только. Но, как вы знаете, живит тоже есть. И так было много проблем. Мы платили наши 5 лет в России. Мы платили 5 лет в России, 5 лет в Канаде, и 5 лет мы платили наши... Но вот мы думали, что никогда мы вернемся здесь. Но вот мы здесь. So I won't inflict my Russian on the people anymore. Well, I know. That was one regret I had, that I was just really getting pretty good when I left, you know. Я очень сожалею, что на момент выезда как раз мой русский шел, так сказать, на подъем, и вот в тот момент надо было покинуть страну. But then I have the bounty of having Yuli as a translator. Юрий поможет. So I wanted to talk first about a little bit about what it means to be a Baha'i. Я бы хотел немножко поговорить о том, что значит быть бахаи. Being a Baha'i, which is the same thing as being a true believer in God, a true believer. А быть бахаи — это значит истинно веровать в Бога. Синоним. And all of these things that I'm saying are based on different writings. I won't quote all the writings, but I'm not making any of this up out of my head. Все, что я буду говорить, это подчеркнуто из Писания. Я ничего не придумываю. Единственное, что я не буду это цитировать. Но не думайте, что я что-то изобретаю на месте. So to be a Baha'i or a true believer in God is first a state of being. It is a condition. Быть бахаи, или иначе просто быть истинно верующим в Бога, подразумевает состояние. Это состояние. One can think of course, we know that Jesus used the term of a new birth. Приходит на память термин, употребленный Иисусом. Второе рождение, да? Новое... Да. Перерождение, да? Второе рождение, которое употребил Иисус Христос. So if we think about this metaphor, если мы задумаемся над этой метафорой, we see that birth is an irreversible passage. То мы увидим, что рождение это есть необратимый проход. One is either unborn or born. You can't do both. То есть это проход необратимое состояние. Можно либо родиться, либо не родиться. Нельзя одновременно и родиться, и не родиться. Да? Once one has truly recognized Baha'u'llah, who is the manifestation that God has sent for this day, then one is in that condition of being a true believer in God. Если человек признал Бахаулу как пророка, присланного в наше время, для нашего времени, то это уже определенное состояние уверования, истинного уверования в Бога. Shoghi Effendi said that when we are Baha'is, when we are true believers,
Шоги Эфенди, ну, мы little explanation, Sure. для небахаи скажем, что Шоги Эфенди это официальный или правомочный толкователь писания религии Бахаи, ушедший из мира в 1957 году. Так вот, Шоги Эфенди говорил следующее. He said, the Baha'is should know that in having the faith, they have everything. И Шоги Эфенди говорил так, что Бахаи должны знать, что обладая верой, они обладают всем. It took me 30 years as a Baha'i before I understood this. Мне потребовалось 30 лет уже в качестве Бахаи понять, так сказать, эту фразу. And that was because of my egotism. А все заключалось в моем эгоизме. Because I found the faith when I became a Baha'i when I was 20 years old. Я стал Бахаи, когда мне было всего 20 лет. And that was after a long period of intense search for meaning in life. А это произошло после длительного и интенсивного периода поиска смысла жизни. And so I became a Baha'i. I felt I have now found the answers to all of the problems that have beset me all these И years. когда я стал Бахаи, мне показалось, что наконец-то я нашел ответ на все вопросы, которые меня терзали. And I'm only 20 years old. И мне только было 20. So what am I going to do now? Что же делать теперь? So I said, well, I would like to have a beautiful wife. Пожалуй, теперь мне надо заиметь красивую жену. God gave me a beautiful wife. Бог дал мне красивую жену. Who was a Baha'i, and who was a devoted Baha'i. Она была Бахаи и очень преданная Бахаи. And I said, I wanted a wife who was intelligent, that I could exchange ideas with. И я сказал, мне нужна умная жена, с которой можно было бы обмениваться мыслями. I got a beautiful and an И поэтому у меня появилась красивая и умная жена. And then I said, well, now, but of course that was just 2 years after I'd been a Baha'i. I was just 22 years И old. мне всего было 22, только через 2 года после того, как я стал I said, Бахаи. well, now what am I going to do? А теперь же что мне нужно? So I said, well, I would like to be successful in my career. Я as a сказал, mathematician. пожалуй, я бы хотел быть успешным в своей карьере. So my wife and I went as pioneers to Switzerland. I got my doctorate in mathematics, and I began to have a very successful career. И мы с женой отправились пионерами в Швейцарию, там я получил, так сказать, получил докторскую степень по математике, и карьера стала строиться очень успешно. And I said, well, I would like to have beautiful children. Я сказал, а теперь я бы хотел иметь прекрасных детей. And we had 3 beautiful children. И у нас появилось 3 прекрасных детей. And I said, I hope that my children have success and happiness. Я сказал, надеюсь, что дети у меня будут удачливые и успешные. They all are happy and successful. И все они были счастливы и удачливы. So, you see, there's no limit to what we can desire. Видите, нет предела нашим желаниям. If we give vent to our egotism, we can ask and ask and ask and never stop. Если мы дадим выход нашему эгоизму, мы будем просить, просить, просить безостановочно. But sooner or later, we realize that all of this can be taken away from us in a second. Но рано или поздно мы осознаем, что все это можно у нас забрать за секунду. Everything is dependent on the will of God. Все зависит от воли Божьей. Everything is dependent. Все. So, just a little accident or a little change in the neural hormones, and I could no longer be a professor. If it happened, it didn't happen, but I meant all it would take is just a little change, and I could no longer be an academic or a professor. Маленький инцидент, изменение в гормональной системе, и я уже не буду профессором. К счастью, этого не произошло, но это могло произойти. Я бы уже не мог занимать
академическую позицию. This has happened to other people. И это случалось с другими людьми. There is a professor of mathematics here in St. Petersburg whom I know. I won't mention his name. Есть у меня знакомый профессор математики здесь в Петербурге, имя его я не буду упоминать. He was a wunderkind, you know. Он был вундеркиндом. And he was professor when he was like 16 years old. Он уже был профессором в 16 лет. And he proved this very deep theorem. He did this very deep И он research. доказал очень-очень глубокую теорию. То есть он выступил с очень значимым научным открытием. And several years later, for most of his career, he programs computers at the university. И через несколько лет, большую часть своей карьеры он занимался программированием компьютеров в университете. So one of my other friends, it wasn't me, but one of my friends asked him, well, what happened? Why did you, all of a sudden, you started, you know, this brilliant career, and now for years you've just programmed computers and done these things that many people can do. И кто-то задал ему вопрос, что же произошло? Ты начинал так прекрасно, а всю свою жизнь был обычным программистом, этой работой могут многие заниматься. And he said, when I was young, I had perfect clarity in mathematics. Он сказал, когда я был молод, у меня была полная ясность в математике. And I lost it. Но я утратил ее. There was nothing I could do. И теперь я ничего уже не мог сделать. So that's why I programmed computers. И теперь я программист. So this is just an example. Это просто пример. But if you begin to think about life, you can see that we do not possess anything. То есть, если мы призадумаемся о жизни, то придем к выводу, что мы сами не владеем ничем. That is, we don't have anything that cannot be taken away from us by circumstances of life over which we have no control. Иными словами, нет ничего такого, что не могло было бы нами быть утрачено в силу обстоятельств, над которыми мы не мощны, не властны. Да. Well, I'm getting there. Да, он к этому подойдет. К Богу еще подойдет. But so the point is then that everything that we have is a gift from God. In other words, we don't possess anything. What we have is all a gift from God. It is all from the bounty of God. Иными словами, все, чем мы якобы обладаем, на самом деле является даром Божиим. Сами мы не владеем ничем, сами по себе, и все приходит нам как дар, как щедроты Божьи. Let's think of it this way. God is the creator of everything. Давайте сформулируем это так. Бог – творец всего. And this means that everything that exists depends absolutely on God. Это подразумевает, что все сущее абсолютно зависит от Бога. But the human being is the only created thing who has consciousness. Но человек единственное из всего сотворенного, обладающее сознанием. And therefore, we are the only created things of God who can be aware that we depend on God. Поэтому мы единственное во всем творении, мы люди, которые могут осознавать, что мы во всем зависим от Бога. In other words, dogs and cats and stones and this chair all depend on God just as much as we do. Иными словами, кошки, собаки, стулья и камни в той же мере, как и мы, зависят от Бога. But they're not able to be aware that they depend Но у on них God. нет возможности это осознать. So this is the human purpose, is to become aware of all the ways we depend on God. Поэтому цель человека – осознать, что во всех отношениях мы зависим от Бога. This is the definition, the Baha'i definition of faith. Вот так определяется вера в учении Бахаи. As Abdu'l-Baha has said, and here I will quote, И как сказал Абдул-Баха, поясним, что это
сын пророка Бахаулы, основателя религии Бахаи. И здесь я уже буду цитировать. He said, by faith is meant first conscious knowledge. Под верой подразумевается в первую очередь. Sure. То есть мы еще раз повторим, что по определению Абдул-Баха вера прежде всего подразумевает осознанное знание. Yeah. The first is conscious knowledge, and second, the practice of good deeds. А во вторую очередь это практика добрых дел. In other words, we must know and we must act. Иными словами, мы должны знать и мы должны действовать. And knowledge is the basis of action. А знание есть основа действия. So, you see, think how different this is from all the other religions in today. Вот подумайте, как так сказать, отличается это определение от тех определений, которые мы знаем в других религиях, да? Сегодня. Because any other religion defines faith as belief. Потому что в других религиях вера определяется просто как вера, как акт уверования. But the Baha'i faith defines faith as knowledge. Knowledge, not belief, but knowledge. Но вера Бахаи определяет веру как знание. Не просто цепь некоторых, так сказать, поверий, а это определенное знание. This is totally new in the whole history of religion. И это абсолютно новое во всей истории религии. So, of course, we as Baha'is can often approach the faith in the same way. We can think that the faith means believing in Baha'u'llah, whereas what it really means is to know, to be keenly aware of all the ways we depend on Baha'u'llah. Конечно, мы как Бахаи можем считать и подходить к вере так, что уверовать значит иметь веру в Бахаулу. Тем не менее, мы должны глубоко осознать, что вера по определению Бахаи это прежде всего осознание или знание своей полной зависимости от Бога. So, as I say, first of all, to be a Baha'i is to be in this state of being, which is to have this knowledge. То есть, иными словами, быть Бахаи это пребывать в состоянии этого знания. And being a Baha'i then is also a way of acting, a way of living. It is a dynamic thing. Но быть Бахаи это также еще и проживание жизни. Это особый способ действования, это динамичный процесс. Just as Abdu'l-Baha said, that faith is first conscious knowledge and then good deeds, action. Как Абдул-Баха говорил, что вера подразумевает прежде всего знание, а затем добрые деяния, то есть действия, поступки. And of course, as Shoghi Effendi said, this knowledge is the knowledge that in having the faith, we have everything. It is the highest thing, and therefore you don't use the faith for anything else. И также из этого вытекает, что, как уже говорил Абдул-Баха, что имея веру, мы имеем все, потому что вот это наивысшее знание, и, так сказать, вот во имя этого самого мы обретаем это знание, не для чего-то другого. Let's take a simple example. Вот простой пример. Suppose I have a 10 ruble note in my hand. Допустим, у меня в руке 10-рублевая купюра. And let's suppose, just for that my other hand is not available. И, допустим, по какой-то причине я не могу воспользоваться своей второй рукой. Now, if you offer me a 100 ruble note, I will let go of the 10 ruble in order to get the 100 И ruble. если вы мне предложите 100-рублевую купюру, то я, конечно, отброшу ту 10-рублевую для того, чтобы взять из ваших рук 100-рублевую. Мы говорим пока об одной руке, да? Пользуемся одной рукой. But if
you give me a 1 ruble coin, I would be foolish to let go of the 10 ruble in order to take the 1 ruble. Но если вы мне предлагаете однорублевую монету, то было бы глупостью с моей стороны выпустить из рук 10 рублей, чтобы взять из ваших рук однорублевую монету. So in other words, you never sacrifice, you never let go of a higher thing to get a lower thing. Иными словами, никогда не жертвует более значимым, чтобы получить нечто меньшей значимости. One sacrifices lower things to get higher things. Жертвует меньшим во имя чего-то большего. So you have sacrificed the free time which you could walk around and enjoy this nice day to come here for us to talk about spiritual things. You're sacrificing a certain physical pleasure for a higher thing. Вы пожертвовали своим временем, в течение которого могли бы бродить и наслаждаться прекрасной погодой, чтобы прийти сюда и поговорить о духовном. То есть вы все равно пожертвовали чем-то во имя духовного. So this is a fundamental principle of the faith. The faith is the highest thing that exists. То есть вот это фундаментальный принцип веры. Вера — это самое высокое, что существует. So it is rational to sacrifice other things for the faith. И поэтому рационально жертвовать чем-то другим во имя веры. But it is never rational to sacrifice the faith, that is, use the faith to get other things. Но не рационально жертвовать верой для получения каких-то других благ. Иными словами, использовать веру как средство обретения чего-то другого. So this was what was wrong with my attitude before. Вот основная проблема с моим отношением к жизни в юные годы, когда я говорил, что эгоизм имел место. It's not that there's anything wrong with having a beautiful wife and beautiful children and success in one's work. There's nothing wrong with Я that. не хочу сказать, что неправильно хотеть красивую жену, иметь хороших детей, строить хорошую карьеру. В этом нет ничего предосудительного. But the point is that it is the faith that is to be served. It is not for us to use the faith in order to get other things that we want, even good things. Просто я хочу сказать, что именно вере мы должны служить, а не наоборот, использовать веру для того, чтобы обретать что-то другое, даже если это другое хорошее. Jesus has already said it 2,000 years ago. He said, "Seek ye first the kingdom of heaven, and all these other things will be added to you." Еще 2000 назад Иисус сказал, что ищите Царствие Божие, а все остальное приложится. But we often unconsciously reverse this. Но мы часто бессознательно переворачиваем эту пирамиду. What are some of the things that we try to get from the faith? Какие же такие вещи мы пытаемся получить от веры? I just want to mention a few things. Просто несколько перечислим. Power. Власть. Power over other people. Власть над другими людьми. The admiration of other people. Восхищение других людей. Status in the community. Положение в общине. We want to get credit for the work we do for the faith. Хотим получить благодарность за работу, которую мы осуществляем. In other words, we could easily get to the point where we are serving the faith, doing lots of things for the faith, but in reality, we are not serving the faith, we are serving our own ego for the credit that we get for this. И даже в своем, казалось бы, служении мы можем дойти до такого, что на самом деле мы не служим вере, а мы служим своему эгоизму, потому что основная наша цель – это получить признательность за то, что мы делаем. You know, in the Hindu Upanishads, which is a Hindu scripture, А в индуистском писании Упанишады it is said that the ego is like a black ant on a black rock on a dark moonless night. говорится, что эгоизм подобен черному муравью на черном камне в черную безлунную ночь. And Abdu'l-Baha said the following thing. А Абдул-Баха сказал следующее. He said,
of course, there are many different sins or misdeeds. Конечно, существует множество разных грехов или прегрешений. But he said basically there are two categories or two kinds of misdeeds. Но в общем и в целом существует два общих вида проступков. One, he said, is sensuality, indulgence. Первое – это потакание чувственности или чувственного наслаждения. And of course, the greatest indulgence, the greatest temptation is sex. И, конечно, наибольшим искушением здесь выступает секс. But of course, it could be food, it could be, Но то же самое может быть еда, it could be money, деньги, anything. да, что угодно. So indulgence. То есть потакание, да? And the second category he mentioned is pride. А вторую категорию он упомянул – это гордыня. And he said both indulgence and pride are both barriers to God. И он сказал, что обе эти категории, то есть и потакание чувственным страстям, и гордыня, служат барьерами на пути к Богу. But he said, of the two, the worst by far is ego. Но при этом сказал, что из этих двоих самое худшее – это эгоизм, эго. Because he said, if a person is sensual, if a person is indulgent, he knows that. Потому что, сказал Абдул-Бахар, если человек склонен, так сказать, к чувственным наслаждениям, он, по крайней мере, это знает, это осознает. If you love food, if you love women or whatever, you know this. I mean, Если вы любите еду или женщин, по крайней мере, вы это осознаете. But Abdu'l-Bahá then says, a person can be deeply egotistical and not be totally unaware, be totally blind to this fact. Но Абдул-Бахар говорит, человек может быть глубоко эгоистичным и, тем не менее, абсолютно не подозревать этого, быть абсолютно слепым в этом отношении. And so this is the test that we have as Baha'is, is learning how to serve the faith without our egos using the faith in some way to get something else, such as power, admiration, and these other И things. вот то испытание, которое нам выпадает как бахаи в служении, чтобы учиться служить вере без эгоизма, то есть не для того, чтобы использовать веру и служение для раздувания своего эгоизма в плане получения признательности и всего того, что нужно. And this test is with you from the moment you're born until the moment you die. It doesn't matter how much you know the faith, how advanced you are spiritually. This test of the ego, what I'm saying, I'm sorry to back up. One can overcome these indulgences, and one can get to a point when one is no longer tempted in these ways. Что касается вот тех искушений, о которых мы говорили, их можно преодолеть, можно подойти к такому моменту, когда они уже больше не искушают. But one never is free of the test of the ego until the moment of one's death. Но с начала жизни и до конца смерти нельзя никогда освободиться от искушения эгоизмом. Это испытание постоянно с человеком. And we can be blind to the egotism. И можно быть полностью слепым по отношению к своему эгоизму. And this is why Baha'u'llah says, for example, in the gleanings, that at the moment of death, how many people have fallen, even at the moment of death, because they were unaware of their ego. Вот почему, как говорится, в убийцах Баха'у'ллах пишет, что именно в момент смерти очень многие упали в самую нижнюю часть преисподней, потому что до того момента они даже не подозревали, как сильно в них сидел, как глубоко в них сидел эгоизм. Let me tell you two stories. Теперь я вам расскажу две истории. The first is about the hand of the called Samandari. Одна история связана с рукой дела Бога, десницей дела Бога, Самандари. He was the last living person in his time. He was the last living person who had met Baha'u'llah.
Он был последний из живущих, кто встречался с Бахаулой в свое время. He died in the 1960s sometime. А умер он в 60-е годы прошлого, как теперь говорят, столетия. I met him once. И Билл с ним как-то встречался. And he was, in some ways, you might say, he was unique as a hand of the cause because of his having known Baha'u'llah, and he had been given all sorts of special tasks by Abdu'l-Baha. И вот даже среди десниц веры в Бога он занимал уникальное положение, потому что он лично знал Бахаулу, Бахаула его отмечал, привечал, давал ему специальные задания. And at the moment, when he was dying, he knew that he was dying. И когда он умирал, он осознавал, что он умирает. He said to the friends around him, he said, pray that I do not fail. I can still fail. I can still fail. Он говорил, молитесь, чтобы я в последний момент не упал, потому что еще есть возможность упасть. This is not a game that he was playing. He felt that. И это не игра, которую он разыгрывал, он действительно так чувствовал. The second story is a man whose name I don't know. А другая история связана с человеком, чье имя я забыл просто, запамятовал. He was the only person who had met all of the central figures of the faith. Он был единственным человеком, который на своем жизненном пути встречался со всеми центральными фигурами веры бахаи. When he was a boy, he had met the Bab. Мальчиком он встречался с Бабом. And then he, of course, he met Baha'u'llah. Затем он встречался с Бахаулой, And Abdu'l-Baha, и с Абдул-Баха, and Shoghi и Effendi. Шоги Эфенди. He died sometime in the 1930s. I И think. умер он где-то в 30-е годы 20-го столетия. Now, he was designated by Abdu'l-Baha as the general of the faith. И он даже был назван Абдул-Баха генералом веры. And he single-handedly stopped a pogrom against the Baha'is in Iran. Можете себе At the time of представить, Abdu'l-Baha. во времена Абдул-Баха он собственноручно и единолично, без всякой помощи, остановил программу, нацеленную против Бахаи в Иране. He was a very educated and very articulate person. Он был очень образован и очень красноречив. And he went to the Shah of Iran. И он отправился к шаху Ирана. And he explained to the Shah in very strong terms that the Baha'is have nothing to do with all of these political machinations that are going on. И он объяснил шаху, что Бахаи не имеют никакого отношения к политическим махинациям вокруг. And he convinced the Shah of this fact, that the Baha'is were not trying to undermine his position. И он убедил шаха в том, что Бахаи никак не пытаются подорвать положение шаха. And Abdu'l-Baha recognized, he said, that it was because of this man's initiative alone that the Baha'is were spared this pogrom. И Абдул-Баха лично сказал, что только из-за этого человека программа уничтожения Бахаи в Иране на том временном отрезке была остановлена. After the death of Abdu'l-Baha, После смерти Абдул-Баха, and Shoghi Effendi became the guardian, когда Шоги Эфенди стал хранителем веры Бахаи, this man obviously expected that he would be given special missions by Shoghi Effendi. этот человек, естественно, ожидал, что Шоги Эфенди будет поручать ему особые миссии. But he received no word from Shoghi Effendi. He was not treated in any special way or not treated in any way. Но никакого слова не прозвучало от Шоги Эфенди, и более того, он никаким особым не пользовался никаким особым почетом в глазах Шоги Эфенди, и вообще никаким статусом он не пользовался. So finally he went on pilgrimage to Haifa to meet Shoghi И Effendi. в конце концов он отправился в паломничество в Хайфу, чтобы встретиться с Шоги Эфенди. And he refused to bow down to Shoghi Effendi. И он отказался поклониться перед Шоги Эфенди. Now, of course, Baha'is were not supposed to bow down to Shoghi Effendi, but the Easterners, it was, in the Eastern tradition, it was still
normal practice, right? Хотя бахаи и не должны кланяться перед кем-то, перед Шоги Эфенди, но на Востоке такая традиция все равно существует, и восточные люди, бахаи, не бахаи, они, хотя бы подчиняясь своему культурному этикету, все равно это делают. So finally, one day he said to Shoghi Effendi, И однажды он сказал Шоги Эфенди, he said, Abdu'l-Baha called me a general of the faith, Абдул-Баха называл меня генералом веры. but you don't call me this. Why don't you call me this? А вы не называете меня этим званием, почему? Shoghi Effendi said, А Шоги Эфенди сказал, I'm only a foot soldier in the army. а я только рядовой только рядовой в армии Бахулы, сказал Шоги Эфенди. I have no right to call you a general. У меня нет права называть вас таким званием. And the man threw himself at the feet of Shoghi. И вот тогда человек бросился к ногам Шоги Эфенди. You see, that's humility. Вот это смирение. So, and of course, this is why there is covenant breaking. Вот почему и происходит нарушение завета в вере Бахаи. Most of the covenant breakers were, as Baha'is, exceptional people. Большинство нарушителей завета в истории веры Бахаи были как Бахаи исключительными людьми. Well, I don't want to talk a lot about covenant breaking, but I just want to say a couple of words. Я не буду очень распространяться по поводу нарушителей завета, но просто пару слов скажу. In the phenomenon of covenant breaking, there are sort of two aspects. There are leaders and there are followers. Дело в том, что вот в этом феномене нарушения завета существует две категории людей. Есть как бы лидеры и есть их последователи. So the real leaders are always very few in number. Настоящие лидеры, конечно, очень немногочисленны. And Abdu'l-Baha said that the main motive that these people have is power, is leadership. They're ambitious for leadership. И Абдул-Баха говорил, что основной движущей силой этих людей выступает, конечно, их амбиции, их жажда власти. In other words, egotism. Ну, по-другому скажем, их эгоизм. And since Abdu'l-Baha also told us that one can be very egotistical and be blind to this, И поскольку также Абдул-Баха предостерегалась словами, что человек может быть сугубым эгоистом и таким же сугубым слепцом в отношении своего эгоизма. these people who are ambitious for leadership in the faith don't even know sometimes that they are ambitious. Эти люди, которые движимы честолюбием в вере, порой не подозревают, что они честолюбивы. But they will act in certain ways. They will sabotage the work of other Baha'is. Но они все равно действуют определенным образом. Они саботируют или подрывают работу других бахаи. Well, they will try to get a group of Baha'is around them, to follow them. Они постараются окружить, создать группу бахаи вокруг себя, для того, чтобы те вот именно шли за ними. So, these are the leaders, those who are thirsty for power. And as I say, most of these people were exceptional Baha'is. They had accomplished many things in the faith. Вот такова характеристика объективная нарушителей завета, которые в большинстве своем были выдающимися бахаи. Это были неординарные люди. So I'm sure that there's nobody here who is in this Я condition. уверен, что здесь, конечно, в таком состоянии людей нет. But there is the second category, is the people who are followers who fall under the influence of these people. Но есть вторая категория людей, которые следуют за вот такими псевдолидерами. Because these people can have very powerful personalities. Потому что у тех лидеров часто бывает очень такая, ну что ли, обладает силой воздействия на людей. And so this is what we must be aware of. That we must be concerned is that we do not become seduced into following some powerful personality in the faith. И вот мы постоянно должны быть начеку, проверять себя на то, чтобы не подпасть под вот такое слепое воздействие какой-то сильной личности в вере. We should always be turned only towards Baha'u'llah. Мы всегда должны быть сосредоточены только на Бахауле.
Because he's the source of everything. Потому что Он источник всего. Anything that we get from another personality comes through that personality from God, if it's valid. Все, что происходит от другого человека, если оно, так сказать, достойно, все равно исходит через этого человека от Бога. Even if we say that somebody is very intelligent, Даже если мы говорим, что кто-то очень умен, but who gave that person his intelligence? а кто же дал этому человеку его ум? You see? Ответ очевиден. All the talents that we have, we don't possess them. They are gifts from God. Все таланты, которыми мы обладаем, они не принадлежат нам по праву собственности, они нам даны, они дар. And we cannot use the faith in order to develop our talents. И мы, конечно, не должны использовать веру для того, чтобы просто развивать свои таланты, свои дарования. We must sacrifice our talents, Мы должны, наоборот, жертвовать своими талантами, that is, put them at the service of the faith. иными словами, класть их на алтарь служения вере. So Gethsemane put it this way, very subtle. Шоги Эфенди очень изящно это сформулировал. He said, we should not ask, how can I best serve the faith? Он сказал, мы не должны задаваться вопросом, как я могу лучшим образом служить вере. We should ask the question, how can the faith best be served? Но вопрос должен быть таким, как можно объективно лучше служить вере? Как можно лучше служить вере? It is the faith that is to be served, not us. То есть вере мы служим, а не себе. Now, I want to say a few words about the process of growth in the faith. Теперь несколько слов о процессе роста в вере. And then we can have some discussion. И после этого мы можем перейти к дискуссии. The Guardian has made it clear that the faith is an organic entity. Шоги Эфенди, хранитель веры бахаи, очень ясно указывал на то, что вера есть органическая сущность. There are several principles of organic growth. И есть несколько принципов, которыми определяется органический рост. Think of the embryo. Подумаем по аналогии с эмбрионом. In the beginning, the embryo is just one undifferentiated cell. В начале своего пути эмбрион это просто одна еще не определенная клетка. So all of the potentialities of this organism are contained in the DNA of that one cell, one single cell. Все потенциальные возможности этого будущего организма уже сосредоточены в ДНК этой одной клетки. And then the cell begins to divide. И затем клетка начинает делиться. And there is increasingly specialization or differentiations of the cell. И затем происходит по возрастающей специализация и дифференциация клеток. The cell in your brain is not the same as the cell in your toe because these cells are specialized. Например, клетка вашего головного мозга не тождественна клетке на пальце вашей ноги, потому что у них разная специализация. And this differentiation of the cells allows for various organs to be formed. И вот эта дифференциация клеток позволяет формированию разных органов. And these organs, of course, don't serve the individual cells, but they serve the system as a whole. И эти эти органы служат не индивидуальной клетке или какой-то отдельной клетке, а служат всему организму. Well, of course, that's not wholly true because every cell in the organism profits from the whole organism. И, конечно, нужно добавить для полноты картины, что каждая клетка в теле тоже питается соками всего организма, тоже получает подпитку от всего организма. But the point is that as the organism progresses, there is greater and greater differentiation and therefore the formation of greater and greater, more subtle organs. Но идея такова, что по мере развития организма происходит все больше и больше дифференциации,
и дифференциация начинает приобретать все более такие утонченные контуры. Now, another principle of organic growth is that it is cumulative. It is cumulative. It is, yeah, cumulative. Значит, второй принцип органического роста — это вот кумулятивность, я думаю, накопительность, то есть наращивание какого-то вот эффекта. In other words, you don't throw anything away. When you start making a stomach, you don't throw away the arm. Иными словами, ничто не отбрасывается в процессе роста, а как бы накапливается, сохраняется и наращивается. В процессе развития вашего желудка вы не выбрасываете руку. So it is cumulative. Once we have developed a certain organ, we keep that organ. То есть наращивание подразумевает, что если что-то развилось, оно уже сохранится. Because you see, if every time we develop something new, we throw away all the old, then we would never develop. We would just go from one thing to another. Потому что если бы всякий раз, когда развивалось что-то новое, старое выбрасывалось бы, то развития бы не было, а был бы переход от чего-то одного к чему-то другому. And so I want to say a few words about the way that the Baha'i community has experienced organic growth in, say, the last 50 years. И вот несколько слов по поводу того, как шел органический рост в общине Бахаи, ну, допустим, в последние 50 лет. And I'm taking 50 years because I'm talking about my own experience. Я именно беру 50-летний отрезок времени, потому что, говорит Билл, я говорю по собственному опыту. When I came in the faith, which was 1957, когда я пришел в веру, а было это в 1957 году, it was in the time of the garden of Shoghi Effendi. Это еще было время хранителя веры Бахаи Шогhi Effendi. And fortunately, my teacher, the one who taught me the faith, insisted that I write a letter to Shoghi Effendi, and I received a reply, which was about 4 months before he died. К счастью, мой учитель веры, человек, который учил меня вере Бахаи, настоял на том, чтобы я написал письмо Шогhi Effendi. И он, Шогhi Effendi, мне ответил. И ответ пришел за 4 месяца до смерти Шогhi Effendi. And this letter has been, you might say, the charter of my Baha'i life. И можно сказать, что вот это письмо стало хартией всей моей жизни как Бахаи. Now, in 1957, when I became a Baha'i, there was, in a certain sense, there was no Baha'i community. В 1957 году, по сути дела, не было общины Бахаи как таковой. In other words, there was a handful of individuals. There was no real community. Была горстка индивидуальностей, но не было общины. Every active Baha'i in the United States knew every other active Baha'i in the United States. И каждый активный Бахаи в Соединенных Штатах знал каждого другого активного Бахаи в Соединенных Штатах. Personally. Лично. So we knew that in Los Angeles, it's Joe who is the active Baha'i. Мы знали, что в Лос-Анджелесе активный Бахаи по имени Джо. In Atlanta, it's Jack. А в Атланте Джек. He talked about. И вот, You know, that's the way it was. вот как это существовало. My wife was the secretary of the National Youth Committee. А моя жена была секретарем Национального молодежного комитета Бахаи. There were exactly 200 youth, and that means under 25 years of age, in the whole United States. Было 200 человек молодежи Бахаи во всех Соединенных Штатах, а молодежь по определению Бахаи это моложе 25 лет. На все Соединенные Штаты 200 человек молодежь. So, to be a Baha'i meant to do everything. А быть Бахаи означало делать все. We would have to write a newspaper article. Нам приходилось писать газетные статьи.
take it to the newspaper, относить их в газету, convince them to publish it. убеждать редакторов публиковать статьи. We would have to rent a hall. Нам нужно было арендовать зал. We would have to make refreshments. Нам нужно было готовить закуску. We would have to make posters to advertise. Нам нужно было делать транспаранты и всякие наглядные пособия. And we would have to give the talk ourselves. И нам самим приходилось выступать с беседами. And so on. I mean, Все остальное. that was what it was. Вот что значило быть бахаи в то время. You had to do everything. Нужно было делать все. So this is what we call in French polyvalence, polyvalency. А вот по-французски мы это называем, а мы это скажем по-русски, поливалентность. То есть вот на все случаи жизни. Да? So this, as you can see, is a very undifferentiated stage. This is a very early То stage есть, of видите, это organic очень development. недифференцированная еще стадия органического развития. Значит, очень ранняя стадия органического развития, когда все делают все. And there was, it was so hard, it took so long to bring even one person in the faith. И так много времени требовалось сюда привести веру хотя бы одного человека нового. That when one person became a Baha'i, it was an event for the whole Baha'i community. Что когда кто-то объявлял себя один бахаи, то это становилось событием в масштабе всей страны, то есть всей общины бахаи Соединенных Штатов. And we thought at that time, this was a naive belief that we had, И тогда нам думалось, и это было нашим наивным представлением, we thought that it was so hard for a person to recognize Baha'u'llah. This took so much work, sometimes years and years, for one person. и нам казалось, что поскольку так сложно человеку признать Бахауллу, то и требуется столько времени, годы работы с одним человеком, чтобы до него наконец дошло, кто такой Бахаулла. So we assumed that once a person had recognized Baha'u'llah, that all of his problems would be solved, that there would be no more problems. И мы предполагали, что как только человек признал Бахауллу, на этом все его проблемы кончились. Теперь все у него автоматически разрешилось. So we had absolutely there was nothing in the Baha'i community and the Baha'i culture to deal with things like mental illness, poverty, or anything, any of the social problems that mankind faces. I mean, you know. И, We had no resources, no culture to deal with и у it. нас не было в нашем учении Бахаи, в нашей культуре Бахаи никаких способов разрешения вопросов бедности или там, умственных заболеваний и так далее. Просто не могли подходить к таким проблемам. So we were so concentrated just on convincing a few people to become Baha'is that we didn't have any energy left over to deal with people's problems that they had with them. Мы так были сосредоточены на том, чтобы убедить нескольких человек стать Бахаи, что у нас просто не оставалось времени на то, чтобы заниматься проблемами людей. So what happened is exactly what you would think happened. И что произошло? Произошло то, что вы, наверное, догадываетесь, что может произойти. There were those who could make it and those who couldn't make it. Были те, которые выдерживали, а были те, кто и не выдерживал. And those who didn't make it left the faith. И кто не выдерживал, покидал веру. And those who made it became active teachers of the faith. А кто выдержал, стали активными распространителями веры Бахаи. And the people who stayed were those who became spiritually autonomous, who became autonomous. Но те, кто остался, это были люди, которые развили духовную автономию. То есть это были духовно автономные люди. So, by spiritual autonomy, I mean a person who relates to Baha'u'llah in such a way is that he does not depend on anybody else in order to actively serve the faith. He is, if you will, self-starting, self-initiating. Под духовной автономией я подразумеваю такого человека, который
у которого такое отношение с бахулой, что он уже не зависит ни от кого другого в том, чтобы служить вере. Он как самозаводящийся механизм, не зависящий от внешнего. And these were the only people who could stay in the faith. И это были единственные люди, которые сумели остаться в вере, то есть люди, которые развили вот эту автономию. So it was a kind of a natural selection process. Поэтому происходил своего рода процесс естественной селекции, естественного отбора. But of course it selected a certain type of personality. Но и, так сказать, отбор этот приводил к тому, что подбирался особый тип людей. A personality who is very independent. Люди очень независимые. Self-confident. Очень самонадеянные. And well, and as I say, self-starting. Ну и, как я уже говорил, такие самозаводящиеся. Now, roughly from that time on, грубо говоря, с того времени и далее, until fairly recently, the last few years in the faith, до почти последних лет, the faith has been carried forward on the backs of such people. Веру практически несли на своих плечах вот такого рода люди. That is, in many communities, there developed a pattern, even when the community grew materially, it was no longer just a handful of people. Still, the structure of the community was a few active people and the rest were passive. То есть даже когда уже не было объективной необходимости все валить на какую-то небольшую группу, а общины уже разрослись, у них были большие ресурсы, все равно общины держались на горстке вот таких людей, которые все на себе тянули. So in other words, in the first stage, the active people were the only Baha'is. In the second stage, they were not the only Baha'is, but they still were in some sense the center of the community or the То есть можно так сказать, грубо такую схему вывести, что на первой стадии зарождения общин активные бахаи были единственные бахаи. На второй стадии они уже не были единственные бахаи, но они были центром все равно жизни бахаи. And this, again, you can see as an organic growth process. Но процесс органического роста не останавливается. And gradually there grew up organs in the faith which allowed for the greater and greater participation of all Baha'is. Но постепенно в вере развились институты, которые позволили, так сказать, приступить к более широкому участию уже разных членов общины в жизни общины. But this was a slow process. Но это было медленным процессом. Shoghi Effendi has said the following thing. Шогhi Эфенди сказал следующее. The faith is carried forward not by the work of a specially talented few people. Что вера продвигается вперед не усилиями особо одаренных людей, but by the collective devotion of ordinary people. но коллективной приверженностью обычных людей. Вот коллективная приверженность обычных людей продвигает веру, а не усилия особо одаренных личностей. Now, since ordinary people is what we all are, А поскольку обычные люди это относятся к нам, we can see that this is a gift from Baha'u'llah. то мы можем видеть, что это и есть дар от Баха'уллы. Because look, suppose the faith was carried forward by a handful of very talented, very intelligent, exceptional people. Вот представьте себе, если бы, допустим, не дай Бог, вера бы продвигалась бы только усилиями горстки каких-то исключительно одаренных людей. Извините, друзья, надо идти на поезд. Да, конечно, конечно. Спасибо. А вы откуда приехали? Приходите еще. Okay, right there.
Yeah, I understood. So if the faith were developed by exceptional talented people exclusively, Right. Then there would be no place for us ordinary people to make a contribution. То есть, видите, если бы вера бы продвигалась бы усилиями исключительно одаренных людей, то не было бы места бы внести свой вклад в это дело нам, да? Простым, обычным людям. You know, no matter what our religious background, all over the world people are saying, thank God we no longer have priests in the Baha'i faith. We're rid of the priests forever. А вот независимо от предыстории бахаи по всему миру, бахаи обычно всегда говорят, слава Богу, что у нас нет вот касты священнослужителей. But if we are happy that there's no longer priests, then we should be equally happy that now it's our responsibility to do what the priests used to do. Но если нас радует то, что нет священнослужителей, мы должны в равной степени радоваться, что теперь это наша сфера ответственности взять на себя то, что делает священство. In other words, with freedom comes responsibility. Иными словами, свобода привносит с собой ответственность. С свободой приходит ответственность. Без этого никуда. Dictatorship dictatorship brings security. Диктатура приносит с собой безопасность. Security is very attractive. А безопасность очень привлекательна. In Russian literature, you have probably the greatest single passage in all of the world's literature, which is the pro and contra passage in the Brothers Karamazov. Во всей мировой литературе, вот в русской литературе содержится такой пассаж братьев Карамазовых, где все за и против вот, диктатуры. In which the Grand Inquisitor says that yes, we the church, we are dictators, we control the people, but they love us for it because they don't want freedom, they want security. И Великий Инквизитор говорит, да, мы диктаторы, но нас за это люди любят, потому что они любят диктатуру, потому что с диктатурой приходит к ним чувство защищенности. And he says to Jesus, he said, И он говорит Иисусу, you didn't understand the human being. ты не понимал людей. You wanted to free the human being. Ты хотел освободить людей. Because remember, Jesus said, you shall know the truth, and the truth shall make you Потому что, free. помните, Иисус говорил, познайте истину, и истина сделает вас свободными. And he said, we have understood the human being. Но говорит, мы на самом деле поняли человеческое существо. He may say he wants freedom, Человек может сказать, что он хочет свободу, but he really wants security. но на самом деле он хочет защищенности. Well, now, in the Baha'i А faith, теперь в вере Бахаи. you've got freedom whether you like it or У not. вас свобода, хотите вы этого или не хотите. So now God has forced us to be free. То есть сейчас Бог навязал нам эту свободу. So gradually, the House of Justice has developed the Baha'i culture so as to be more and more favorable to universal participation. Поэтому всемирная справедливость все больше и больше подводит общину Бахаи к такому состоянию, где бы Бахаи относились все более благосклонно к всеобщему участию. You know, for years, for about the last 20 years, the Baha'i administration, the House of Justice, and the counselors were very, very concerned about the slow rate of growth in the faith. Долгие годы всемирной справедливости и администрация Бахаи очень, так сказать, переживали по поводу того, что точнее, обеспокоены были медленным ростом общины Бахаи. And every time they analyzed the problem, И всякий раз, когда они анализировали проблему, they would come up with the same answer, namely that
most of the Baha'is are very faithful, but they do not take individual initiative. И всякий раз в результате анализа они приходили к такому итогу, что большинство бахаи очень преданы, но они избегают инициативы. In other words, we still have that pattern where there were a few active people and a large body of more passive or less active. То есть по-прежнему превалирует такой тип, такая модель, что несколько суперактивных людей и большинство таких пассивных, примыкающих людей. And they asked the question, why is this the case? И они задавались вопросом, почему так происходит? And the answer that we finally came up with is because about 2 to 5% of people in any generation are autonomous. И ответ бывал таким, что в любом поколении автономных людей бывает от 2 до 5%. In any generation. В любом поколении. Look at history. Обратитесь к истории. I mean, look around you. How many truly autonomous people do you Посмотрите know? вокруг себя, как много по-настоящему автономных людей вы знаете. How many intellectually autonomous people do you Как know? много интеллектуально автономных людей вы знаете. People who don't just parrot nationalistic ideas or political ideas or whatever, who really think deeply about things. How Люди, many? которые не повторяют, как попугаи, какие-то заученные идеи националистического или какого-то иного характера, а люди, которые действительно глубоко задумываются над тем, что говорят. How many people do you know who are emotionally autonomous? Как много людей вы знаете, которые эмоционально автономны, Who, if they are insulted, will not respond by an insult? которые, когда вы их оскорбите, не ответят на оскорбление. Не знаю. Which is the minimal level of emotional autonomy. Это минимальный уровень you kill me. Убил меня делать. А я еще надеялся, что у меня средний уровень. Это минимальный, оказывается, уровень эмоциональной автономии. Very, очень эмоциональный. Двойным, тройным, пятикратным. А если вас Но по шее пока не давали. So, is this not our experience of human nature? Most people are followers, or at least have been through history. Most people have been followers. Most people do not think for themselves because it takes energy to do that. То есть вы видите, такова человеческая натура, по крайней мере, таковой была в истории. Большинство людей подражатели, они не думают за себя, как им сказать, как им поступить, они следуют уже по проторенной стезе. And so, we realized finally then that the Baha'i community, there was nothing special in that regard, that the Baha'i community was simply reflecting the condition of humanity, that there were about 2 to 5% autonomous people in the faith, and there were about 2 to 5% in the whole of mankind. That we were just reflecting their human reality, that's all. То есть получается, что община Бахаи просто отражала ситуацию в мире. Если во всем мире от 2 до 5% автономных людей, то и община Бахаи такая же. So, Таким образом, the House of Justice then Всемирный дом справедливости сказал, has started to institute mechanisms for changing this situation. не сказал, простите, стал создавать механизмы для изменения ситуации. Now, how does one become autonomous? Как же человек становится автономным? By developing his capacities. Путем развития своих способностей. The writings tell us that there are 3 fundamental capacities. А Писание говорят, что существует 3 краеугольных способности. The understanding, Это способность разумения, понимания, как угодно. the heart, Это способность сердца and the will. и воля. И воля. То есть разум, сердце, воля. And so the House of Justice conceived of a very straightforward way of developing these 3 fundamental aspects of the human being. И вот Всемирный дом справедливости задумал такую вот форму развития именно этих 3 краеугольных способностей человека.
But remember, we're not aiming at just an elite, we're aiming at everybody. Но помните, что мы нацелены не на создание элиты, а мы нацелены на создание всех, так сказать, на всех нацелены. So, the first thing is that everybody had to have at least a minimal level of understanding of the writings. Это значит, что каждый должен иметь хотя бы минимальный уровень понимания Писания. And this is the institute. А это достигается через институт, да, веры Бахаи. And the Rui courses, Через курсы Рухи, which are based on the writings of Baha'u'llah. Курсы Рухи, которые основаны на писании Бахаулы. And Baha'u'llah tells us that his writings are an ocean which can never be exhausted. И Бахаулла говорит, что его писание это океан, который никогда нельзя полностью испить или исчерпать. And I have myself followed all the Rui courses except one which I was not able to take. Билл говорит, что я сам прошел все курсы Рухи, кроме одного, который я не был в тот момент. Now, some people have criticized various aspects of the Rui course. Некоторые люди критиковали разные аспекты курсов Рухи. For example, those of you who've taken the Rui, you know that when you read the writings of the faith, you read them twice. They have to Знаете, read them twice. некоторые, те из вас, кто читал Писание веры, знают, что когда читаешь Писание, их читаешь два раза, да? Не один раз только. And so I was sitting in a Rui group, I was sitting next to somebody, И вот в группе курсов Рухи я сидел с кем-то рядом. and he's saying, they're treating us like babies. Этот человек сказал, с нами обращаются как с младенцами. He said, why do we have to read twice? He had just read twice a passage. Он прочел дважды какой-то пассаж и сказал, почему я должен это читать дважды? He said, I can understand with one reading. Я могу понять и с первого раза. So I grabbed his book, Я тогда взял его книгу I shut it, I и said, сказал, tell us what you just а вот read. теперь повтори, что ты только что прочел. He couldn't. Он не сумел. You know, this reminds of a statement about the Baha that Это напоминает высказывание Абдул-Баха. when he was in the United States, a believer came up to him and said, Abdul Baha, you're always repeating the same thing over and over again. You say the same thing over and over again. Один человек подошел к Абдул-Баха в Соединенных Штатах и сказал, Абдул-Баха, вы все время повторяете одну и ту же мысль несколько раз. And Abdul Baha says, well, what is it that I'm repeating? Он сказал, а что именно я повторяю? He said, well, I don't know. Я не знаю. That's why I repeat Он говорит, it. вот потому я и повторяю. Now, Abdul Baha has also said the following. Абдул-Баха также сказал следующее. He said, you must study the writings word by word. Вы должны исследовать Писание слово за слово. You see, there's two aspects to the writing. Вообще есть два аспекта у Писания. There's the poetical dimension. The writings are beautiful. Это поэтическое измерение, потому что Писание ведь на прекрасном языке изложено. And whenever at a feast, whenever we read the writings, we feel uplifted. It is the beauty of the И writing. всякий раз, когда мы читаем Писание, например, на празднике 19-го дня, мы чувствуем воодушевление, потому что сам язык уже возвышает. But if we only stay on this aspect of the writing, if we don't get the logical aspect of it, then we will feel good, but we will not really make progress, right? Но если мы останемся только на этом уровне, то есть мы оценим только красоту языка, но мы не попытаемся уяснить суть сказанного и логику того, что содержится в Писаниях, то вот мы чисто эмоционально будем воспринимать Писание. And this is why the method that was developed in the Rui courses is so basic. It is to train people to study the writings word by word. Вот почему и был разработан метод в курсах Рухи. Рухи — это побудить людей изучать Писание слово за слово. Now, another Baha'i that I know Еще один бахаи, которого я знаю, said, well, one of the questions in the Rui #1 course, when it said that truthfulness is the foundation of all virtue. И вот один из вопросов в курсе Рухи 1 это правдивость есть
основа всех добродетелей, да? Основание всех добродетелей. And so in the exercises, it had a question, true or false, it is a Baha'i can tell a lie, yes or no? И там дальше вопрос такой, значит, нужно сказать, правду нужно сказать, или может ли Бахаи сказать неправду, или не может, нужно ответить да или нет. So one person was saying, well, it's obvious, I mean, that's stupid, of course you're not supposed to tell a lie. Один сказал, ну это же глупый вопрос, ясно, что нельзя сказать неправду. So I said, well, think of that the next time you tell a lie. Я сказал, в следующий раз, когда будешь лгать, подумай об этом. Is there anybody here who's never told a А lie? есть кто-нибудь в этой аудитории, кто никогда бы не сказал неправду в жизни? Раньше было. Никогда не говорили? Say that, well, I already understand all of this. Why should I go to participate in a Rui course? И если человек задается таким вопросом, ну если я все это понимаю, зачем я должен проходить курс Рухи? Well, you can also serve other people and help them to understand. Ну можно же посмотреть на это по-другому, можно служить другим людям, помогать им понять. In other words, unless you're going just to be entertained, А если вы не пришли с целью просто поразвлечься, then you're going to contribute. So what? можно ведь что-то ведь в свой вклад нести. Если вы отдадите больше, чем возьмете, что в этом плохого? The second thing that the House of Justice has instituted is to put great emphasis on the devotional meeting. И еще аспект, на котором уделяет внимание особое всемирной справедливости, это молитвенные встречи или вообще такие встречи духовные, можно так сказать. This is to develop the heart. Это связано с развитием вот, способности сердца, да? В аспекте двух категорий. And the third thing they stressed is the children's classes. А третий момент это детские классы. And of course, this is it develops our will in our service because we teach the children. И это развивает нашу волю, когда мы учим детей. And at the same time, the youth, as we know, is characterized mainly by action. А молодежь, как мы знаем, она характеризуется прежде всего действием. So, in a certain sense, then the developing of the youth is the developing of the will in the faith, in the community, the action. И вот в этом смысле развитие молодежи это своего рода развитие воли в вере, волевого элемента, потому что развитие действия как компонента. Now, of course, this is only the beginning. Конечно же, это только начало. But the point is, when sometimes we use the words have been used like a new culture in the faith. Мы используем такие слова, как новая культура веры. This is, we could say this at any transition stage. И это, в принципе, можно сказать на любом переходном этапе развития веры. And so we cannot become attached to any stage of the faith. Нельзя очень привязываться ни к одной фазе развития веры. But the House of Justice, because it is infallible, identifies those processes which are most conducive to development at this time, at this stage of development. Но всемирной справедливости он именно определяет такие аспекты, которые наиболее действенны именно на этом этапе развития нашей веры. So, those of you who are anxious for other stages, they will come. Yeah. И те люди, которых очень заботят другие стадии, придут. And so, if we do not participate fully in the process that is going on now, we might not be ready for the next stage. Но если мы не будем активно участвовать уже в нынешнем этапе, то мы можем оказаться неподготовлены к следующему этапу. So these things should not be any cause of
conflict or dissension in the community. Поэтому эти вопросы никоим образом не должны быть источником каких-то проблем или каких-то трений внутри общины. But of course, Baha'is are very creative people. Но бахаи, конечно, очень творческие люди. And we can find problems where there are no problems. Это значит, мы можем найти проблемы там, где проблем нет. So remember the organic thing, that it is cumulative. We don't throw away the old in order to have the new. We add the new. That doesn't throw away the old thing. Помните, что мы говорим об органическом росте. Органический рост основан на наращивании. Значит, ничто из наработанного не отбрасывается, а к нему что-то добавляется. And the House of Justice has said this. The councilors have said this. И Всемирной справедливости и советники говорили это. That firesides should still go on. Что фарсайды должны продолжаться. So that public talk should still go on. Публичные выступления должны продолжаться. Baha'i scholarship should go on. Значит, исследования научные бахаи должны продолжаться. Because remember, the higher stages of development are also greater stages of differentiation. Потому что помните, что более высокий уровень развития подразумевает и более глубокую степень дифференциации. How many Baha'is are there in the world who could have written the two books that Yuli has written on the faith? Сколь многие люди в мире прочли две книги, которые написал Юлий о вере Бахаи. I know the Baha'i community worldwide very well. There's nobody but Yuli who could have written that. Written, I said read. Written. Нет, мог написать, не прочистить, кто мог написать. Я, говорит, знаю все сообщество мировое Бахаи, что никто, кроме Юлия, их бы не написал. He's the only person in the Baha'i world who has the background and the qualifications that he has. You'll let somebody else I'm say. sorry, but this is not flattery. This is a fact. Okay. I have a packet there somewhere on this. Пакет там. Okay, so Linda, why don't you translate this? Huh? He won't translate that. Okay. I have written books. Я написал книги. I think there are books that I've written that are my unique contribution. И вот те книги, которые я написал, это мой уникальный вклад личный. But every Baha'i has a unique contribution. Но у каждого Бахаи есть свой уникальный вклад, который он может нести. The point is Вопрос в том, that there is a difference between contributing one's talents to the faith and becoming the center of activity in the faith. In other words, this old pattern. That's what has to be broken. но необходимо четко различать, что есть различие между внесением своего личного вклада в веру и тем, чтобы становиться центром общины. Вот центр общины – это вот старая модель, на которых основывались общины Бахаи, когда узкая группа людей, она действовала, а все остальные просто вокруг. So we should encourage each other to exercise our particular talents. We should be proud of what other people achieve. То есть нужно воодушевлять людей, задействовать свой особый талант, и его развивать. Мы должны быть горды вот талантами других людей. And of course, sometimes people will say, well, but if you encourage him too much, it will go to his head, he will become egotistical, and so on. Иногда говорят, если очень захвалишь, станут эгоистами. Well, that's his problem. Но это уже будет их проблема. And the faith will take care of him. Но вера разберется с ним, позаботится о ним. If that happens, he will have tests. Если такое случится, то человек станет перед испытанием. So we should not be afraid to encourage each other, to praise each other. Поэтому не нужно бояться воодушевлять друг друга, хвалить друг друга. You know, the communists said that the way to improve something was to criticize. Коммунисты говорили, что чтобы улучшить что-то, надо раскритиковать.
And this is the opposite of what Abdu'l-Baha says, that we should look at the good qualities and not the bad. Но это противоположное тому, что говорит Абдул-Баха, что мы должны сосредотачиваться на лучшем человеке. So that's all I Все, want to say. I'm что sorry. хотел сказать Билл. Значит, сейчас мы выступаем, задаем вопросы. Максим, вы уже вопросы тянете? Нет, я в плане дискуссии. Ну да. Максим, вот чуть-чуть. Значит, мне показалось, что когда Билл говорил о том, что значит истинно веровать, он подразумевал именно взгляд бахаи на эту проблему. Ибо вот утверждать так, что вот мы истинно веруем, а, так сказать, православные не истинно веруют, а, так сказать, свидетели Иеговы, те тоже утверждают, что они истинно веруют. То есть было бы, наверное, несправедливо. Well, let me answer that. Да? Еще хочешь? Нет, все, по этому вопросу я все. You see, these people are true believers in their ideology. А эти люди и тоже истинные верующие в рамках их идеологии. A Nazi could have been a true believer in Nazism. Кто-то мог быть истинным верующим в рамках нацистской системы, имеется в виду in religious terms or in the No, Nazi? just an Истинные ideology. верующие в идеологию нацизма могут быть. But you know that there were many Bolsheviks who were very idealistic, who believed in communism. Например, много коммунистов было очень идеалистически настроенных, кто искренне верил в коммунистическую идею. И был истинно верующим. So we must not confuse true belief and sincere belief. То есть нельзя смешивать понятия искренне верующий и истинно верующий. There are many sincere people of all religions and faiths. Очень много искренне верующих людей во всех религиях. But when I use the term true believer, which I've taken from the writings of the faith, Baha'u'llah defines a true believer as the one who recognizes the manifestation, that this is what true belief Но is. когда я говорил о истинно верующем, я исходил из того, как дается в Писании Бахаулой, а истинно верующий это тот, который признает явителя Божьей воли. Remember that I define belief as a form of knowledge. Помните, что я определял веру как форму знания. So true belief is to have accurate knowledge, knowledge of the truth. Истинная вера – это обладание точным знанием, то есть знанием того, что есть истина. So it is only in this very specific sense. Поэтому только вот в этом очень специфическом смысле. So sincere belief doesn't mean that what you believe in is true. Потому что искренняя вера еще не подразумевает, что то, во что ты веришь, истина. Я согласен. Я тогда, может быть, продолжу, что у меня некоторые замечания еще возникли. Значит, вот, мне кажется, Билл недостаточно акцентировал внимание, может быть, можно усилить, на свободе воли, когда он говорил о том, что мы сами не владеем ничем. Well, we possess freedom of will as long as God allows us freedom of will. Мы обладаем свободой воли лишь в той мере, в какой Бог позволяет нам иметь эту свободу воли. If you've ever had the experience of trying to choose something that goes against the will of God, you will find that your free will is limited by what God has decreed. Потому что если вы задействуете свою свободу воли в том пути, который Бог вам не позволяет, вы очень скоро увидите ограничения в своей свободе воли. Безусловно. Так, теперь мне не очень понравилось, откровенно скажу, сравнение, так сказать, духовной автономии с самозаводящимся механизмом. Вот такая аналогия, она, так сказать, немножечко... Что аналогия? Ну, несколько она
ну, несколько, так сказать, вот слух, может быть, это за счет перевода. За счет перевода. За счет перевода, да. Но несколько, ну, человек не механизм, да, и на этом мы основываем всю нашу, так сказать, философию. Но это еще Tell him немножко... that I agree with him. Он с тобой согласен в любом случае, сказал я. Но, конечно, это еще элемент восприятия речи. В английском языке техницизмы проникли намного глубже, чем русский. Потом мне показалось, что когда Билл говорил о любви к женщине, он подразумевал именно прелюбодеяние. Talking of love to woman implies adultery. К женщинам, вернее так, To женщинам. women, not to woman, to women. I was speaking of sexual attraction. Нет, Билл говорит, я говорил о половом влечении. And I was trying to be somewhat delicate. Я старался деликатно подойти. But if you want to be more crude, I can certainly do that. Но если можно и резче сформулировать, пожалуйста. И последнее, можно, да? Да. Значит, вот Билл говорил о том, что 2-5% людей духовно автономны. Я такой факт обращаю. Просто автономный даже, не только духовно. Я на такой интеллектуально автономный прозвучал так. Я, значит, на такой факт обращаю внимание. Хочу говорить, что вот в течение года философский клуб был в этих стенах. Вот участниками нашего клуба примерно 2-5% и стало бахаи. Но, как я себе представляю, это не значит, что все остальные там бахаи духовно не автономны или интеллектуально не автономны. Проблема в том, одну минуточку, я раскрою. Проблема в том, что, значит, часть людей считает, что философия это слишком академическое занятие. Другая часть считает, что это болтовня. Но и все, и те, и другие, тем не менее, занимаются поиском мировоззренческим. То есть не осознают, что они сами философию творят. То есть я бы хотел сказать, что вот остальные 97-95% это не сознающие вот этой автономии в себе. Она в них есть априори, но они не сознают этого. Well, I think that's true. Да, это, кстати, правда. No, I think that's true. That's the point, is that every human being has this tremendous potential, but the social structure in the past has not. Well, let me quote Abdul Baha. He says that man is the supreme talisman, but lack of a proper education have deprived him of that which he possesses. Но давайте лучше даже я встречу словами Абдул-Баха, что человек это наивысший талисман, ну здесь талисман мы уже перевели, или драгоценность, как угодно, но отсутствие должного образования укрыло от него эту его способность. И это его, так сказать, качество. So that's the very point, that everybody has this potential То for есть, autonomy. конечно, каждый человек имеет потенциальную способность к достижению автономии. Билл, в чем все-таки ответственность человека, индивидуальная ответственность за его как бы жизнь, за его родственников, за его веру здесь и после жизни. Мы понимаем, что бахаи как бы Господь помогает. Но где же личная ответственность? Я вот... Well, I would give two answers to this. Я два ответа дам на этот вопрос. The first is that we don't know. Первое это то, что мы не знаем. And we can only work on that which we are sure of. Мы можем строить нашу работу лишь только на том основании, на котором мы уверены. So we must concentrate on the things that we know we can do.
Поэтому нужно сосредотачиваться на том, в отношении чего мы знаем, мы можем сделать. We can pray, Мы можем молиться, we can study, мы можем учиться, we can meditate, мы можем медитировать, we can teach the мы faith, можем учить вере, we can serve the мы faith. можем служить вере. And God does what He wants to with it. А Бог будет делать с этим, что Он захочет. Baha'u'llah says that that there is no compulsion in matters of faith. Бахаулла говорит, что нет принуждения в вопросах веры. And that we should share a truth with someone Нужно in a kindly way. поделиться с кем-то истиной доброжелательно. And if he doesn't accept, whether he accepts or not, is totally between him and God. Но принимает он это или нет, это исключительно между ним и Богом. You see, this is quite a bit different from the point of view of other faith groups like, say, Jehovah's Witness. Это очень сильно отличается от подходов других религиозных групп, как, например, свидетели Иеговы. If a person becomes a Jehovah's Witness, they will tell him, you must strive to convert your wife to Jehovah's Witness because a person who is not a believer is of the devil and they can undermine your faith, and so on and so on. And so you should strive in all ways to convert your wife. Например, свидетели Иеговы вам скажут, что если вы свидетели Иеговы, вы должны обязательно убедить вашу жену стать тоже свидетельницей Иеговы, потому что если она не свидетель Иеговы, она под влиянием сатаны, ну и так далее, и так далее. Это подорвет в конечном счете вашу веру. The attitude of a Baha'i towards his non-Baha'i spouse would be to love them even more. А отношение Бахаи к своей жене, которая, скажем, или супруге, или супругу, который не Бахаи, было бы любить их так же и даже больше. What else would be more liable to bring a non-Baha'i spouse into the faith than that they see that the faith has the effect of making their spouse even more loving and more serving and whatever. Потому что даже своей любовью уже вы привлекаете их больше, чем что-то этим лучше нет. So we are responsible for loving other people. То есть мы ответственны лишь в том, насколько мы любим других людей. That we're responsible. Вот за это мы ответственны. There must be other questions. Должны быть вопросы. У меня два вопроса, немножко, два вопроса совсем разные. Один это, вы не думаете, что Бог берет ответственность за все, в конце концов, на себя? Потому что если у человека свободная воля, то творит он с этим черти что, да, и это на негативных новостях все время видно, да? Тогда кто за это отвечает, в конце концов? Если не тот, кто все это создал, и если он это создал. Это первое, а второе про... Давайте. Хотели бы вы сами привести свой вопрос? Как человек двуязычный, я думаю, что это имеет смысл. Don't you think that God ultimately takes responsibility for everything that happens in the world that we know, at least we see on the news very many negative things happening. Now, if God has given people free will and people use that free will to do all kinds of horrible things, we only see a part of the picture. Maybe the whole picture means that there is responsibility and justice. So that if we look into this narrow world, people are horribly killed and maimed and whatever. If we put a gun in the hand of a child and that child shoots someone, I mean, are we responsible or is the child? God is certainly, He's ultimately responsible in the sense that He's created a world in which these things can happen. He's responsible for it? I said, God is ultimately responsible in the sense that He has created a world in which these things can happen. То есть Бог, безусловно, ответственен за то, что Он создал мир, в котором такие вещи могут происходить. There's a tablet of Baha'u'llah. И есть скрижаль Бахауллы. Which he says there's three things that we cannot understand in this Он life. говорит, что есть три вещи, которые мы не можем понять In this life. в этой жизни. The first is the nature of the next life. Первое – это природа следующей жизни.
The second is the reason for innocent suffering. Второе – это причина для страдания невиновных людей. And the third is where the human free will, the line between human free will and divine predestination. А третье – это граница между свободой воли человека и божественным предопределением. And so we don't know exactly what is due to our actions and what could have been avoided. Поэтому мы не знаем, что происходит по причине наших поступков и чего можно было бы избежать. Even Shoghi Effendi said, Даже Шоги Эфенди сказал, he said, are we to say that all of our failings are due to the will of God and not at all due to our own weaknesses and wrong choices? должны ли мы сказать, что все наши неудачи в жизни происходят по воле Божьей, а не проистекают от каких-то наших неверных поступков и неверного выбора? So the point is, we do everything we can do, То есть мы должны делать все, что мы можем, and the rest is up to God. а остальное уже зависит от Бога. I don't know if this is helpful. Я не знаю, это вот отвечает на ваши вопросы. И что-то второе вы хотели? Про процессы в мире, lesser peace. Это малый мир, да? Many Baha'is expected the lesser peace by the end of the 20th century. There are some things in Abdul Baha's writings that could lead one to believe that. What is your view on that? Do you think the lesser peace hasn't arrived yet? And Малый мир, we can't put a timetable on things, I suppose. ожидали The answer to the first question. на основе Писаний Абдул-Баха, и не только, что малый мир должен наступить уже в 20 веке. Так вот, по вашему мнению, малый мир наступает или как? Well, a year or so ago, the House of Justice wrote a detailed explanation of this. А Всемирной справедливости написал подробное объяснение по этому вопросу. And they carefully went over all of these statements about the Baha'i. И они очень четко там вот проработали все высказывания Абдул-Баха. And they pointed out that what Abdul-Baha said, that the foundation of the lesser would be solidly established in the 20th century. И то, что говорил Абдул-Баха, это то, что фундамент малого мира будет прочно установлен в 20 веке. And I think this is obviously what it meant. И я уверен, что это то, что это и подразумевает. And just as you were saying, that God has all sorts of knowledge that we don't have. И как вы уже говорили сами, что у Бога все различные знания, которым мы не обладаем. So the various aspects of events in the 20th century which form this basis for the lesser peace, we may not know all of them. И вот различные события 20 века, которые сформировали фундамент малого мира, мы можем еще эти все события не осознавать. But let me just point out a couple of things. Позвольте отметить только пару вещей. For 1000 years, Тысячи лет the Teutons and the Franks, the Germans and the French, fought each other every generation. Теутоны и франки, то есть немцы и германцы и франки, в общем, боролись, французы и германцы воевали друг с другом непрерывно. They would go slaughter everybody and go back and propagate another generation and go slaughter each other again. То есть они убивали друг друга, потом вырастало новое поколение, только оно подрастало, оно снова предавалось войне, пока не уничтожало себя, и так повторялось. And in this century alone, they fought two bloodiest wars that have ever been fought in the history of mankind. И в 20 веке они воевали по разные стороны баррикад друг против друга, воевали в самых кровопролитных войнах за всю историю человечества. 8 million people killed in the First World War. 8 миллионов человек погибло только в Первую мировую войну. And in the Second War, I don't know, it's 20 million or something. А во второй, даже не помню, 20 миллионов. Больше. Bullshit, yeah. I know. And 28 million, okay. Right. And
So think of the world in 1945. И вот подумайте, в каком состоянии пребывал мир в 1945 году. The Germans had occupied France. In 1945. I said, think of what happened in 1945. The Germans had occupied France. Немцы оккупировали до того времени Францию. They had perpetrated the most horrible tortures and injustice on the Jews, the Gypsies, the French people, the Free French, and so on. Они совершали совершенно несказанные виды безжалостности и несправедливости по отношению к евреям, цыганам, французам и ко многим другим. Now, there is hardly even a border between France and Germany. Но теперь даже нет границы, по сути, между Францией и Германией. Now, in 50 years, we have reversed 1,000 years of history. In За 50 years. 50 лет были опрокинуты тысячи лет истории. That's pretty impressive. Это же впечатляет. And now we can see with the whole business with Iraq and everything, how the United Nations is all of a sudden coming to the fore. И вот в связи с событиями в Ираке и так далее мы видим, как и ООН, так сказать, вступает в игру. And all of these nations, you know, de Gaulle General de Gaulle loved to make fun. Of course, he was the last great French nationalist. Генерал де Голль любил подшучивать, а он, конечно, был последним из французских националистов. And he used to make fun of the UN. He called it ce machin, ce truc, you know, that thing. И он любил подшучивать над ООН, он говорил, это штучка. Он ее так называл. And now we have Chirac, А теперь Ширак, who is all of a sudden the defender of the United Nations. защитник, оказался защитником ООН. Well, in other words, you see the basis is there. То есть фундамент, о котором говорилось, уже есть, конечно. Можно тогда секундочку еще? Вот мне очень понравилась эта мысль о том, что природа страдания людей, невиновных людей. Вот человек страдает каким-то заболеванием. Да. И то ли причина в том, что это заболевание, допустим, не умеют лечить, то ли причина в том, что Бог допускает эти страдания для того, чтобы человек пострадал, и потом уже в тот следующий мир попал выстрадавший. Yeah, that's right. That's right. Так мы должны все-таки развивать медицину, наверное. But still we need to develop medicine. That's right. И человек должен переосмысливать свою жизнь, если он страдает каким-то заболеванием. То есть эти два процесса взаимодополняют друг друга. Well, I think that we should, at every moment, analyze our life. That's what in the hidden words, Baha'u'llah says, that we should bring ourselves to account every day. Мы, безусловно, должны задуматься о нашей жизни и переосмысливать каждый миг нашей жизни. Ведь, как говорит Баха'у'ллах в сокровенных словах, что отчитывайся за свою жизнь, прежде чем тебя пригласят к ответу. But of course, when we have special events in our lives, then these push us to a deeper bringing to account. Но, естественно, если мы сталкиваемся с каким-то кризисом в своей жизни, то это подталкивает нас к какому-то более такому, что ли, суровому виду отчета. But sure, all of these sufferings are to purify us for the next Но в life. конечном счете все страдания для того, чтобы очистить нас для следующей жизни. Abdu'l-Baha says that the truly enlightened man even embraces these sufferings. He not only endures them, but he actually embraces them when he understands the spiritual result that they produce. Писание даже говорят, что по-настоящему просвещенный человек даже обнимает свои страдания. Он не только их терпит, но он как бы бежит им навстречу, потому что он понимает их природу. But don't worry, I'm not there yet either. Но не волнуйтесь, я сам еще не достиг.
was interested in what you said about the difference between sincere belief and true belief. I missed, unfortunately, at the beginning of your talk, so perhaps you already answered this, but I would suppose that every sincere believer who thinks a little bit would say that his sincere belief was, or her sincere belief was also true. How do you see the Baha'is differing in this, if at all? Дело в том, говорит Алексей, что как вы говорили о различии между искренним и верующим, и истинным верующим, что это не одно и то же, но ведь поскольку допустим, каждый верующий, если он искренне, он будет считать, что он истинный верующий. Вот чем отличается позиция Бахаи? Вот. Да, так правильно говоришь, да? The hand of the cause, Horace Holly, said that the Baha'i faith is like a great light which illuminates whatever it is directed towards. Значит, десница дела Бога, Horace Holly. Да, говорил, что вера Бахаи это как мощный свет, который высвечивает все то, что движется ему навстречу. Let me give an analogy which may help. Я приведу аналогию, которая может помочь. We have relationships between each other, human relationships. We talk to people, У нас есть отношения между собой, да, как у людей. Мы говорим с людьми. How many of these relationships are authentic? Сколь многие из этих отношений подлинные? Is it not true that even without knowing it, we use others as means to satisfy our ends? Правильно было бы сказать, что даже не осознавая это, мы используем других для достижения собственных целей. How much do we really listen to other people? Как много мы действительно слушаем других людей? Are we really interested in knowing the other person? Действительно ли нам хочется узнать другого человека? Or people for us just symbols? This is a person who's on the local assembly. This is a person who is my wife, and my wife fixes me supper, and so on and so on. In other words, these are all like functions that relate to my egotistical needs. То есть мы видим в людях, прежде всего людей, или для нас это своего рода символы. Этот в духовном собрании, а та моя жена, которая готовит мне ужин, удовлетворяет какие-то нужды. То есть, иными словами, мы относимся ли к людям только с позиции тех ролей, которые они играют для удовлетворения наших каких-то желаний или целей, или нам важны именно эти люди как таковые. So, in the same way, Baha'u'llah tells us that religion is a relationship. Баха'у'ллах говорит в этом смысле, что религия есть отношения. It is not an ideology. Это не идеология. Now, of course, it has an ideological or philosophical aspect. Конечно, она имеет идеологический, или точнее философский аспект. But the difference between philosophy and religion is that religion is a relationship between us and God. Но отличие между религией и философией в том, что религия это отношение между нами и Богом. Now, what I claim is that the religions in the past were transformed into ideologies. Почему я делаю такое заявление? А у меня заявление таково, что религии в прошлом были превращены в идеологии. And that this process was a collective defense mechanism against the starkness of the moral imperative. А почему это необходимо было делать? Потому что этот процесс был своего рода механизмом коллективной защиты против The severity or the starkness of the moral imperative. I'll explain what I mean. Это, так сказать, было коллективным механизмом как ответ на суровость морального императива. Я понял не больше вас, сейчас быстро это все Let me give you a simple example. Сейчас Билл приведет простой пример. Look at the New Testament. Вот обратитесь к Новому Завету. Read the Gospels. Прочтите Евангелие. Jesus does not teach one single doctrine.
Иисус ведь не учит ни одной доктрине. I defy anyone to find any doctrine from the lips of Jesus. Я не боюсь так дерзновенно заявить, что ну найдите хоть одну доктрину, которая бы сошла с уст Иисуса. What Jesus taught was the practice of authentic love between human beings. Все, чему учил Иисус, это практика подлинной любви между людьми. And he said, by this they will know that you are my followers, that ye love one another even as I have loved you. Ведь он говорил, поэтому узнают, что вы мои последователи, что вы любите друг друга так же, как я люблю вас. This was the only criteria of believership that Jesus ever Это gave. единственный критерий веры, который установил Иисус. And the early Christians obviously understood this. И ранние христиане, очевидно, совершенно понимали это. Because people of all walks of life were so touched by this love that they were willing to sacrifice everything, even their lives, in order to enter into the communion of this love. Потому что люди с различного происхождения, они так были растроганы этой любовью, что они готовы были пожертвовать всем, имением своим и всем остальным, только чтобы приобщиться к этому сообществу любви. So this Christian community with their love defeated the Roman Empire, which was the most powerful organization, the highest expression of material power that existed in the world. И вот это христианское сообщество любви разрушило и победило Римскую империю, которая была воплощением земной материальной власти на земле. After 300 years of trying every possible way to eradicate Christianity, finally Constantine made it the state religion of the Roman Empire. После 300 лет яростных попыток выкорчевать христианство, Константин в результате утвердил его государственной религией. So that is the proof of the truth of Christianity and of Jesus, namely that these people actually did this. И вот доказательство истинности христианства и Иисуса, потому что эти люди на практике собой являли это. Now, what happened? In 315, Constantine made Christianity the religion of the Roman Empire. Теперь в 315 году Константин сделал христианство религией Римской империи. 10 years later, at the Council of Nicaea in 325, Через 10 лет, в 325 году, на Никейском соборе, and this was the Nicene Council, which wrote the Nicene Creed and established Christian orthodoxy. и вот на Никейском соборе был Никейский свод, принял и установлена христианская ортодоксия, канон. And it was then said that anyone who did not believe in these doctrines was an infidel, was a traitor. И было сказано, что каждый, кто не верит в эти доктрины, неверный предатель. And historians tell us there were more Christians killed by fellow Christians in the first generation after Nicaea than all of the Christians killed by the Romans for 300 years. И историки говорят нам, что уже в течение первого поколения после Никейского собора больше христиан погибло от рук своих собратьев-христиан, чем христиан погибло за все 300 лет гонений со стороны Римской империи. So Christianity became an ideology, and it's been an ideology ever since. И христианство стало идеологией, и с того момента так идеология и пребывала. So this is the falseness. The falseness is the very importance they give to the beliefs. И вот в этом, так сказать, ложность. Ложность — это вот те приоритеты, которые придаются именно вот этим догмам, этим верам. There was a Chinese couple who was studying the Baha'i faith, and they had become Christians. И вот есть китайская пара, которые изучали веру бахаи, они стали христианами. This was at San Francisco, where my daughter lived. Это в Сан-Франциско, где живет моя дочь.
And so these were refugees from communist China and so on. They were very educated people. И они беженцы из коммунистической Китая, они очень интеллигентные люди, очень образованные. And so they said, well, they talk about Adam and Eve, but that contradicts evolution. And they talk about Jesus being raised from the dead and all of this. And, we can't believe all these things. И они говорили, что ну вот Адам и Ева, ну это противоречит теории эволюции, а вот, например, About Jesus' physical resurrection. О физическом воскресении Иисуса, ну мы не можем в это верить. And so I said, well, don't believe it if you can't believe it. А я сказал, вы не можете верить, не верите. And they said, but the pastor says that we're not true Christians if we don't believe these things. Но пастор говорит, что мы не истинные христиане, если мы в это не поверим. I said, who gave this pastor the right to define your relationship with God? А я сказал, а кто дал пастору право определять ваши отношения с Богом? Who gave him the right to define your relationship with Jesus? Кто дал право пастору определять ваши отношения с Иисусом? But they said, but still, I mean, he's an experienced Christian. If he says it, then, it must be true. Ну, все-таки он же опытный христианин, если он это говорит, наверное, в этом что-то есть. I said, do you believe in communism? А я сказал, вы верите в коммунизм? No. Нет. And I said, well, for years and years, they told you that communism was true, but you didn't believe it. Но сколько лет вам говорили, что коммунизм это истина, а вы не верили? I said, certainly you can be just as autonomous with respect to Christian theology as you could with respect to communist ideology. Я сказал, что, наверное, по отношению к христианской теологии вы можете быть столь же автономны, как и по отношению к коммунистической теологии. But finally, the only thing that convinced them was the following thing. Но то, что их убедило в итоге, было следующее. I said, what do you believe is the essence of Christianity? Я сказал, как по вашему мнению, в чем состоит, по вашему мнению, сущность христианства? And they said, love. А они сказали, любовь. I agree. А я согласился. I said, Jesus said the greatest commandment is to love your God with all your heart and your neighbor as yourself. Я сказал, конечно же, Иисус говорил, возлюби своего ближнего, и своего Бога, и своего ближнего, как самого себя. Now, how is believing or not believing in Adam and Eve going to affect your ability to love your neighbor? Теперь скажите, каким образом ваша вера или невера в Адама и Еву может повлиять на вашу любовь или нелюбовь к вашему ближнему? You see, we all inherit this, you see. So we Baha'is can be infected with this. Это мы все мы унаследуем нашего прошлого, и мы Бахаи тоже можем быть заражены вот этими представлениями. We can treat the Baha'i faith as an ideology. Можно относиться к вере Бахаи как к идеологии. Let me just say one other thing that Теоретически. for years in North America, the culture of the Baha'i faith, of teaching the faith, was salesmanship. Многие годы в Северной Америке вот эта культура распространения веры Бахаи основывалась на идее продажи товара. No, it was. Да, да. You get people to buy the contract, to sign the contract. То есть нужно подтолкнуть людей к подписанию контракта. You sell them the thing. And actually techniques of salesmanship. Вы продаете как бы что-то, и вы используете вот те же приемы, что используют коммерсанты. In Europe, В Европе the discourse of teaching was conversion to an ideology. А в Европе, наоборот, учили с помощью, людей вот убеждали в истинности идеологии. Принуждение к идеологии. But if you look at the writings of the faith, Abdu'l-Baha says that teaching the faith means establishing authentic relationships with other human beings. Но если посмотреть глубже в Писаниях, Абдул-Баха говорит, что учение вере – это установление истинных отношений с другими людьми. Because you can't make other people a means to satisfy your need to teach the faith. Нельзя превращать других людей в средство удовлетворения своей потребности учить вере.
I'm okay, but I imagine that other people are getting Билл говорит, что Билл не устал, может быть, другие устали. Конечно, давайте. Учитывая ваш огромный длительный опыт наблюдения за этим верой бахаи, как вы считаете, учитывая сегодняшнее состояние в России, что должен практически сделать каждый бахаи здесь для развития? What are the practical steps every Baha'i should take here for the development of faith? Well, I've been away for 5 years, Меня не было 5 лет, and things developed very fast in Russia. и вообще ситуация в России развивалась очень быстро. And we have this universal, program that the House of Justice has put into effect with the institutes. И вот эта универсальная программа, которую внедрил Всемирный суд справедливости, это институтов, программа институтов. And so Shoghi Effendi said that the duty of every Baha'i is to contribute to the faith in whatever way that his circumstances of life allow him to do that. Абдул-Баха говорит, что долг каждого Бахаи внести посильный вклад в развитие веры, насколько его личные условия жизни ему это позволяют. And in the first Rui course, we studied the teaching that says that the best state of mind is the state of prayer. А на первом же цикле, на первом этапе курсов Рухи говорится, что лучшее состояние ума – это молитвенное состояние. Well, it's Baha'u'llah that said it. We studied Бахаулlah, that. точно Бахаулlah сказал, но And so this is the goal, to be in a constant state of prayer. Цель в том, чтобы постоянно пребывать в молитвенном состоянии. If we are in a constant state of prayer, Если мы постоянно в молитвенном состоянии, then we become instruments for God. то мы становимся инструментом в руках Бога. And then we do what we are moved to do. И тогда мы делаем то, к чему Бог нас побуждает. So in every interaction, every day, you can pray for people. В любой ситуации, каждый день можете молиться за людей. You can encourage Вы people. можете воодушевлять людей. I'll give a simple example. When I went through the customs Просто in Vienna, в Вене я проходил таможенный досмотр. and of course, it's not a very interesting job to sit there Не очень, behind a desk and stamp things and ask people questions and so on. конечно, не очень интересная работа вот этих таможенников, сидеть там за столом и задавать вопросы одни и те же людям, и что-то там штамповывать всем. And so after I was through with exchanging with the person, I said, "You're so wonderfully polite, and I appreciate the spirit in which you do your И после job." того, как таможенник со мной закончил, я сказал: вы так изумительно вежливы, я так наслаждался общением с вами. You should have seen his face. Вы бы увидели его выражение лица. Do you say it in English? What? Удивленно. Yeah. Did you understand? Oh yeah. So I mean, but every contact we have, you see, we can do. Каждый контакт с людьми может выглядеть так. And then gradually people will be drawn to us. И постепенно, так сказать, людей это привлекает. Of course, they will be drawn to God through us. It won't be Конечно, to это us не к through нам, them. к Богу привлекает Бог через нас. And then they will listen to you. И тогда они будут вас слушать. Можно мне сделать маленькое объявление, пока не разошлись все? По поводу того, Что Билл будет выступать у нас в Санкт-Петербургском философском клубе 5 числа, в воскресенье, в 2 часа. Ну, 1:30 встреча на выходе с эскалатора метро Крестовский остров. Там тема встречи с Биллом будет логика и мистицизм. Насколько еще раз, пожалуйста, вы хотели? В 13:30 на выходе с эскалатора метро Крестовский остров. А в 2 часа на улице Ольгина, дом 8, на грибной базе Морского университета. Но там просто надо искать, поэтому мы встречаемся 1:30, чтобы люди не искали. В 2 часа там встреча. Кстати, об объявлениях очень важно, Максим напомнил. Значит, встреча с Биллом Хетчером в центре Бахаи
будут каждое воскресенье, но каждое это громко сказано, потому что это все 3 воскресенья еще в октябре будет. Только запомните, в 6 часов, не в 4, а в 6 часов каждое воскресенье. Здесь тема бил. Здесь по воскресенью, в 6 часов. Да, ну, 3 воскресенья еще в октябре. А помимо этого, встречи домашние у самого Билла, ну у самого Билла, понимаю, Нелли Сазеевой, где Билл остановился, будут по вторникам и четвергам. По вторникам и четвергам в 7 часов. Начиная уже с ближайшего вторника. Значит, адрес Нелли Сазеевой, знаете, вот там объявление на доске объявлений, там как раз еще раз даты всех этих домашних встреч поставлены, и адрес Нелли Сазеевой, около метро Чернышевская. Там Фурштадтская, ну конкретно дом указан, и как пройти, как все там сказано. И мне это удобно, это в центре. Так что продолжение. 5 числа тоже здесь будет? Опять это воскресенье? Да. По воскресеньям здесь, только в 6. То есть будет и в 2 часа, и в 6? Нет, только В другом месте. В 2 часа это в философском клубе. Там совершенно конкретная тема, логика и мистицизм. Я говорю, что будет и в 2 часа. Да, а в 6 будет встреча здесь вообще не религиозная встреча. Биллу тяжело, но Максим любезно согласился, Билл на машине. Да. Потом это не каждое воскресенье, там философское, не каждое, через. А как когда в 2 там? Там вот чай в соседней комнате. Хорошо. Your wife speak Russian better as you. Yes, that's right. She's much better. Your ability maybe try. Yeah, she's very good with language. Yeah? Yeah, she's very good with language. Yeah? Yeah, she's a natural linguist. Go ahead. And also, of course, even the intellectual truth can depend on what you start with. But I can prove one belief in terms of other beliefs. But you have to start with something that is axiomatic. But I have proofs of the existence of God, of course, they're based on but the power of one is that it gets the unobvious from the obvious. So the point is that you can make assumptions